Мы взяли одну из самых известных блогеров, Сашу Митрошину, которая хвасталась тем, что за день заработала 22 миллиона рублей, и предложили ей потратить хотя бы 1 миллион в Дубае за пару часов. Я давно хотела. Вырежите это. Нет, пожалуйста. Нет. Я сейчас заплачу, реально. Мы делали все, что она хотела, но еще успели откровенно поговорить. А под конец Саша решила преподнести нам сюрприз. Ребята! В этом видео вы узнаете, на что же Саша Митрошина потратила миллион. Как заработала свои деньги, какие ошибки не стоит совершать и что вообще такое профессиональное блогерство. А также, каково это спасти чью-то жизнь. Ой, кто это там к нам едет? На Ламборджини, черной, красивый. Кто это? Кто там? Кто там? Здравствуйте, О, здравствуйте. смотрите, кто это приехал. Привет, И смотрите Паша. сразу. С микрофоном. Ну, смотрите сразу. Постанова. Не, мы должны Раскрыли. признаться, это уже третий дубль. Да, третий дубль, Третий. первые два мы засрали. Первые два мы засрали. Сейчас вот там начинает играть опять газонокосилка. Мы третий, видимо, Ничего засрали. страшного, ничего страшного. Значит, это Саша Митрошина. Это правильно? я. Вдруг Да, кто не правильно. знает. Александра Митрошина – блогер, журналист, активистка, автор книг, профессиональный спикер. Ее аудитория насчитывает более 4 миллионов человек. Автор курсов по продвижению в социальных сетях. Ты суперизвестный блогер. Допустим. Да? Можно так сказать? Да. И ты стала известна за последнее время тем, что устроила челлендж. Да. Заработать 10 миллионов рублей за один день. Да. И что, у тебя получилось? Ну, не совсем. Не совсем 10. 22 миллиона вышло. Чего? Он так удивляется, как будто он не третий раз подряд это слушает. Но А что ты меня палишь? Я так... Вы видели, как я сыграл классно вообще? классно сыграл вообще. Это мы вырежем, это мы вырежем. Вау. Бля, 22 миллиона. Да. Так это много. Люди миллионы кидают, говоришь? Ну, я тебя поздравляю. Ну, да. богатый человек. Вот, один из них я по твоему, так сказать, приказу Да. вот в сумке с собой привезла. Давай расскажем, в чем идея. Идея в том, что если я заработала 22 за день, то на что потратила? Ну, я говорю, ну хотя бы не 22, а 1. Да. И Поэтому сегодня у нас челлендж. будем тратить миллион за день. Но я сразу сказала Паше, что это дохлый номер вообще тратить миллион за день. Потому что в Дубае, ну, миллион за день это очень сложно потратить. Потому что за час, типа за 2 ты его можешь потратить в Дубае. То есть нам просто хватит на 1 час, да? Да. Я, собственно, начала уже тратить. Да. Вот. Я давно хотела, Ты арендовала, да? арендовать машину, но я думала, Сколько? зачем? Сразу сколько стоит Она это? 4200 дирхам За стоила. сутки? За сутки, да. То Ну, есть мы просто сегодня спустим лям рублей да, просто на какие-то на кайфушки. какую-то херню вообще. На херню На херню. даже? Блин, ну это вы просто все блогеры очень неприятные люди. должны Неприятные быть. люди, сказал блогер. Ну, приятно, что ты тратишь, а я Паш, хочешь смотрю. 500 дирхам? А что мне надо сделать? Ничего. А, нет, Просто- подожди, давай 10 приседаний, 500 дирхам. Вообще, Да. вот это да. Вот мне нравится, слушай, давай ты все деньги спустишь на то, что я буду приседать, я умею танцевать, Вечером просто такой... петь могу, массаж. О, да, Не, ладно, да. давай с приседаний, ладно. Давай, 10 приседаний, Нет, 500 смотри, дирхам. деньги вперед, а то, знаете, Предоплата, предоплате. извините, пожалуйста. Знаете, вот это вам денежка. Итак, надо исполнять обязательства. Сколько там, десяточку? 10, да. Давай. Раз. Ниже приседай, давай, что ты это, А суставы? ниже это 1000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, как приятно. Занимайтесь как приятно. YouTube-каналами, зарабатывайте 500 дирхам за 10 Ну, в приседаний. смысле, 500 дирхам ты угораешь, конечно, а в рублях это сколько? На А сколько это, минуточку? кстати, да, не посчитал? 1000 это где-то 20 тысяч рублей примерно, по-моему. То есть это десятка? Десятка, да, ты только что десятку заработал. Я только что десятку заработал? заработал. Саша, слушай, А типа 500, я должен тебе, знаешь, что 500 сказать, Саш? денежек просто. Саш, ты очень хорошо выглядишь сегодня. Спасибо, это тоже 1000 дирхам стоило, между прочим. А это входит в расход? Кстати, я не посчитала. Ну, Антон, все, значит. Я из отдельной еще, пачечки вытащила еще, денежку. еще. Так. Ну, в принципе, все, мы можем Выдвигаемся уже? выдвигаться, да. Да, куда мы приехали, рассказывай. Это сюрприз, А завтрак сюрприз. привезла, мы Сейчас покушаем? посмотрим. Ты хочешь кушать? Ага, сейчас, пойдем. Я кушать хочу. Я тоже хочу, на Идемте, самом деле, да, идемте. идемте. Блин, красота, да?
Это мой любимый ресторан, если что. Да? Я всегда в нем ем. В общем, Паша, я тебя угощаю завтраком. Так. Да, и можешь заказывать все, что хочешь. Вообще все, Вообще что всё, хочу? хочешь, да, вообще. Что правда? Да. Блин. Какое самое дорогое блюдо у вас в ресторане? У нас есть говядина. Нет, не говорите мне, просто принесите самое дорогое. Я покупаю. 2. Нет, мне не надо, для меня яйца. Вам большую или маленькую порцию? Мне средней прожарки. Несите. Средняя, хорошо. У нас есть деньги, проблем нет. Камон. Ладно, прекращай. Давай, смотри, раз мы здесь долго сидим, давайте пододенемся, чтобы красиво сидеть. Работаю камера мотора. Значит, Саш, во-первых, я должен тебе признаться. Вот когда я видел тебя там в запрещенных граммах, сторис, Ага. ну, у меня такое впечатление, ну, там, очередной блогер, провоцирующий иногда. Но вот Бывает, реально грешна. искренне, по-человечески я вот стал зафанател, когда мы уже только лично познакомились, в реальной жизни. И меня удивило, что, несмотря на то, что ты зарабатываешь там сотни миллионов рублей, выкладываешь постоянно свою голую задницу, Ну, провоцируешь не постоянно. людей. Ну, всего на все раз в день, да, я согласен, не так Раз часто. в полгода я выкладываю свою задницу, Паша. Да, Бойся конечно. Бога. Давай проверим мой архив. Каждая сторис. Нет. Ну, ладно, хорошо. Видимо, это мои рекомендации такие. Это его избирательное зрение просто. Вот. Избирательное зрение. Человека триггерит, он это видит везде. Хорошо. Ну, что поделать, ты молодец, спортивная женщина, что поделать. Но я удивился, что ты в жизни очень не звездная. Ну, то есть у тебя нет вот этой, знаешь, надменности над людьми. Ты очень открыто, легко со всеми общаешься. Ну, давай начнем с того, что ты честно признаешься. Какой у тебя был момент в жизни, когда ты проявила вот максимальную звездную болезнь? Была самым неприятным человеком. Мне кажется, я была максимально неприятным человеком где-то в 2018-м, когда у меня пошел прям сильный рост. То есть я достаточно много лет старалась раскрутить блог, у меня не получалось, потом у меня начало получаться. В 17-м пошел процесс, а в 18-м я уже заработала первый миллион, у меня там первый миллион подписчиков был. Ну, короче, типа, прям рост был достаточно резкий. И я не знаю, если честно, с чем это было связано. Не могу сказать, что это было прям связано с тем, что я там подумала, что я такая звезда, да? Сори, мы тут, наверное, не материмся, да? Ничего страшного. Ну, будь собой. короче, суть была не в том, что я там себя почувствовала какой-то супер крутой, но я очень сфокусировалась на работе. То есть вот это ощущение, когда прям у тебя получается, тебя прет, и я прям начала еще больше стараться. Я вообще забила там на друзей каких-то там, на какие-то коммуникации. Ну, не совсем прям на 100%. Ну, вот по отзывам моего окружения я тогда была максимально неприятным человеком. Да? А что ты делала? Как ты Ну, я проявляла? просто была очень зацикленная на себе, там, на работе, могла игнорировать, не встречаться, вообще там не общаться как-то. Ну, что есть... Не то, чтобы сейчас сильно еще. То же самое. Нет, я, в принципе, базово достаточно интровертный человек, но сейчас я более общительный Стараешься гораздо. Я проявить. стараюсь хотя бы делать вид, да, чтобы люди думали, что я нормальная. Все нормально. Привет. Я в шоке. Я все еще не верю, что я на это решилась. Гуляя по Дубай-молл, постоянно слышу русскую речь. И невольно задумываюсь, что же привело соотечественников сюда. Ну, не считая того, что сюда не нужна виза. И я нашел то, что помогает тысячам соотечественников перебраться сюда. Это удаленка. Один из вариантов добиться ее – это обучиться новой профессии. Если вы хотите путешествовать по миру и работать удаленно, я рекомендую вам обратить внимание на онлайн-курс по профессии графический дизайнер от онлайн-университета SkyPro. Зарплата графических дизайнеров в начале карьеры в среднем 60 тысяч рублей, а специалисты с опытом получают от 140 тысяч. Вы сможете работать дома полный день или на фрилансе и получать стабильную зарплату. Неважно, в какой сфере вы работаете, ведь обучиться можно с нуля. Вы научитесь работать со всеми необходимыми инструментами дизайна. С вами будет личный наставник 24/7, который доведет вас до результата. В
конце курса вы получите диплом гособразца. Сделайте 15 работ и добавите их в свое резюме. Центр карьеры SkyPro поможет вам полностью подготовиться к дальнейшему трудоустройству. Составить сильное резюме и сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию, помогут заполнить профиль в LinkedIn и написать CV. А если обучение вам не понравится, то SkyPro вернет вам деньги. Все герои в моих выпусках тоже боялись, но однажды решились. Попробуйте и вы поменять свою жизнь. По промокоду GETELMAN50 вы получите 50% скидку на любой курс SkyPro. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и получите бесплатную карьерную консультацию. Это мне, спасибо. Боже, как здорово. Красиво. Это самое дорогое? Да. И сколько стоит? 200 дирхам. 200 дирхам. Это сколько получается? Примерно 3500 рублей, да? Сейчас, подожди, если 1000 дирхам это где-то 20-ка, то 100 дирхам это 2, ну, типа 1004 рублей. Ну, Паш, ладно. С математикой я понял. Что, вкусно тебе было, Паш? Понравилось все, да? Классно. Мне нравится. Вообще, это такое удивительное чувство, когда ты приходишь в ресторан и можешь не смотреть не то, что на цены, а даже на меню. Ты просто говоришь, принесите самое дорогое. Приятно, да? Да. На здоровье, Паш. Счет, пожалуйста. Она Я платит. достаю свою пачку. Yeah, that's for me. Слушай, я только что понял, что вот впервые я так в жизни, и девушка платит. О, странное ощущение. Реально Прям впервые? Ну, я тебя поздравляю. такое, понимаешь, ты унижаешь мое мужское достоинство. Ну, хочешь, заплати сам? Нет. Ну, все. Хотя я сегодня заработал 500 дирхам. Тебе как раз бы хватило, мы поели на 492. Да? Да. 492 шекеля. Дирхама. Дирхама, да. Нам только сдачу надо забрать. Мы, конечно, очень богатые, но... А сколько ты оставил? Ну, 500. Я дала 1000. Ну. Или, подожди, или я 500 дала? Я забыла, сколько я дала. Давай на чай бахнем 500. 500 на чай? Ну, а чё? Давай. Я сюда постоянно хожу. Вообще классно. Подойдите сюда. Да, слушай, я дала, походу, 500. Встаньте тут. Сегодня у нас замечательный день. У меня небольшой сюрприз для вас. От всего сердца спасибо. Только для вас. Я ценю это. Я очень открытый человек. Поэтому небольшие чаевые для вас. Спасибо большое. Вам спасибо. Было прекрасно. Я счастлив. Было прекрасно из-за дорогого блюда или из-за обслуживания. Вообще, я хожу к вам каждый день. Да, я знаю. И это лучший ресторан в Дубае. Я его очень люблю. Я очень благодарна за еду и сервис. Рада вас здесь видеть. Десятик на чай только, да? Да. Охренеть. Блин, прикольно, мне нравится. I love it. Yeah, so let's go. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Поскольку в Дубай-моле снимать на камеру нельзя, мы с тобой переходим на телефон и так немножечко по-пиратски снимаем. Да, хорошо. Да? Мы будем себя осторожно вести. Ничего страшного. Хотя выглядит ни хрена не осторожно. Ребята, как Может быть, на один телефон все-таки. Да ладно, как не справимся. Молу. Допустим, вот вниз спустимся. Не спустим. А ты прям знаешь, куда мы идем? У тебя есть план? Конечно. Я этот план разрабатывала сколько недель назад? Неделю 2 назад ты мне То есть сказала. ты прям, у тебя все по У меня графику? на самом деле очень много было идей. Да. Не все, во-первых, удалось реализовать. Ага. Некоторые не удалось реализовать просто потому, что съемка нельзя. Некоторые, потому что в бюджет не вписались. Я, например, хотела квартиру купить в Дубае. Вот. Ну да, но это быстро бы ушли деньги. Раз и Нет, всё. я нашла некоторые объекты, в которых первый взнос меньше, чем 1 миллион. Но все равно не вышло. Чуть-чуть это Да, разворачиваю. хорошо. Мы просто так ходим всегда. Просто доходим. Мы, кстати, сейчас условно в богатой части Дубай-мола. То есть Дубай-мол, он очень большой, и у него есть такой отдел, как Fashion Avenue, там, где расположены премиальные Самые бренды. дорогие, да? Да, и, собственно, мы сейчас в этой части... Мы идем в самую дорогую Да, часть? самую дорогую часть Дубай-мола мы идем. Давай туда. Я что хочу тебя спросить. Вот что ты почувствовала, когда мы отдали 500 дирхам, 10 тысяч чаевых?
Ты говоришь, это самые большие чаевые, которые ты давал. Да, и у меня какой-то восторг возник внутри, такое очень приятное волнение, то есть как будто у меня прям по телу мурашки пробежали. Я такая, господи, это же вообще супер, супер шик, потому что я реально в этом ресторане постоянно ем. Там супер крутые официанты, лучшая еда вообще. И я почему-то оставляла обычные чаевые всегда. Хотя это же так просто на самом деле. Ну, взять и как бы порадовать человека. Я сам вот подофигел, то есть такое было ощущение, что, блин, а Реально что, как будто можно? просто разрывается, Да, да. что, то есть ты понимаешь, что для человека это же вообще Это значимая супер сумма, да. важное Да, событие, да. а ты можешь сделать такой сюрприз. А у тебя вот подарок миллион человеку. лежит в сумке, который Да. ты просто О. должен потратить на... Hello. Sorry to disturb you. Yeah, Can yeah. you pause it? Ну вот про звездность. Был какой-нибудь у тебя случай, что ты как-то себя проявила в жизни, и потом, вспоминая себя со стороны, такая понимаешь, не, ну, так было нельзя делать. Не знаю, официанту нахамила, кинул деньги в лицо. Что-то такое было у тебя? Не. Я вообще человек с проблемами с проявлением агрессии. То есть мне на самом деле очень сложно, даже если... Что ты меня так смотришь? Даже если ты сейчас начнешь на меня орать, я, скорее всего, ничего тебе не отвечу, я просто, не знаю, заплачу и уйду. То есть мне на самом деле очень сложно проявлять агрессию, я, наоборот, работаю над тем, чтобы кому-нибудь нахамить. Ну, ладно, не то, что кому-то нахамить, но в целом отстаивать свои границы и что-то сказать там конфликтное, для меня это проблема на самом деле. Было несколько ситуаций, знаешь, с фотками связанных. С фотками? С фотками, да. То есть меня на самом деле достаточно много встречают, особенно в России, когда я жила. И люди часто подходят там в торговых центрах особенно, еще где-то. И в какой-то момент это стало немножко напрягать. То есть, с одной стороны, ты радуешься, типа, прикольно, я популярная. Меня там фоткают, ты там с всеми общаешься, они там рады тебя видеть, ты сразу начинаешь тоже радоваться. Но в какой-то момент, там, через пару лет, через пару-тройку лет, появились ситуации, когда ты вообще вот, ну, типа, супер не тот момент. Типа, ты там стоишь, плачешь, или там сидишь, ешь суп. А кто-нибудь к тебе подходит, такой, нет, пожалуйста, фотку. Или там на мероприятиях, когда тебя все знают, и ты просто там живешь, стоишь, и к тебе очередь за тобой ходит пофоткаться на И что ты конференции. сделала в тот момент? Как тебе было неприятно? Ну, я могла там пару раз сказать резко, типа, нет, там не буду фоткаться. И люди обижались. Люди обижались. Один раз я на конференции отказалась сфоткаться, там была конференция на 4000 человек в Москве, офлайн. Представь, что такое 4000 человек, которые тебя знают, и которые очень хотят с тобой сфоткаться. И я знаю, что это очень сложно на самом деле понять, если ты с этим не сталкивался. И обычно люди на это реагируют, как типа, да подумаешь, типа, что тебе стоит. Вот это начало прям сильно меня напрягать. Я в какой-то момент на таких мероприятиях перестала фоткаться. То есть я либо стала говорить, будет там фотограф-сессия какая-то после, допустим, выступления. Потом я стала и даже это... Менеджерила, в общем. Да, даже это перестала делать, потому что я проверяла, сфоткаться там с 1000 человек — это 2 часа. Вот. 4000 человек — это, ну, собственно, там еще больше У часов. тебя было 2 часа где-то непрерывно вот так вот сфоткалась? Да, у меня в 2019 году несколько раз такое было. На моем первом прожекторе, на презентации моей книги и на еще одной презентации моей книги. То есть там приходило человек по 500, по 1000, и я со всеми фоткалась, потому что, ну, это было специальное мероприятие, чтобы сфоткаться с людьми, там, подписать книги. И вот, и на этой конференции я отказываюсь фоткаться. Ну, причем не то, что прям резко, но я понимаю, что для людей это в целом сложный момент, потому что ты и так там набрался смелости, подошел, такой, типа, «Фух». А тут тебе еще говорят, типа, извини, нет. И в итоге одна девочка сняла сторис, что я ей плюнула в лицо, я клянусь, это цитата, я не знаю, как это так трансформировалось, что я вообще не уважаю людей. Якобы по-настоящему плюнул? Ну, я не знаю, что она имела в виду, что, видимо, фигурально выражаясь, что я ее послала и так далее, и так далее. Я что-то вообще разбомбилась, я нашла свидетелей, потому что, естественно, я никого не посылала. Я просто сказала, нет, я не буду фоткаться, все. Но мне кажется, у меня до сих пор травма. Доброе утро. Вы все вместе? Да, мы вместе. Здравствуйте. У меня есть фото украшений, которые я хочу купить. Я могу вам просто показать? У меня ничего нету из Cartier пока что. Это твоя первая покупка в Cartier? Да. Ой, как это все блестит красиво. Твоей жене тоже понравится очень Я тебе такое. что-нибудь, да? Да. Что-нибудь Я прикуплю. тебе просто по-женски советую Намекаешь, да? обратить внимание. Так. 22 тысячи аедов. Это сколько получается? Умножай на 2, ну 400 где-то. 400 Да, тысяч рублей колечко. просто можем. То есть ты сейчас половину бахнешь Да. на одно кольцо только. Ну да, что?
Это слишком велико. Это на 2 размера больше. А давайте только на 1 размер больше. Проверю, какие размеры у нас есть. Это их фирменные вот эти гвоздики. У них есть еще кольца. Ой, не кольца, а браслеты такие. Вот, разные. То есть если вы видите, что у кого-то такое гвоздик, то скорее это Cartier. Да, Люди это их... потратили не меньше, чем 400 тысяч Да рублей за не колечко. факт. 400 тысяч — это вот с бриллиантиками. А такие обычно они подешевле. И вот который второй я хочу, оно там, по-моему, типа в 200 тысяч все выйдет. Всего 200 тысяч. Всего 200 тысяч. Ну да, недорого за колечко, что там подумаешь. Бюджет Подумаешь. некоторые семьи за 2 месяца. Посмотри вот этот, это интереснее. Ну, я его, собственно, сейчас мерила. Подожди, а я имел в виду, что бриллиантик был только здесь. А нет такого, что вот здесь был большой бриллиант, а здесь нет? Нет, я хочу целиком в бриллиантах. Так, это Заснула. поменьше. Я? Да. Можем попробовать оба кольца. Потому что, мне кажется, я хочу их совместить. Насчет покупок. Так, Женщина сама себе должна покупать украшения? не обязательно. Или все-таки мужчина ей должен дарить? Да никто никому ничего не должен. Но твоя жена будет рада. Не, я сейчас не про себя, я про тебя. Что ты стрелочки переводишь? Ну ты же сейчас сама себе покупаешь. Ну да, и что? Ты мне сказал потратить миллион, я пошла тратить. Нет, ну все равно. То есть просто Да. некоторые, я понимаю, девушки в этот момент, они, ну, как бы чувствуют себя не очень хорошо. Что они В смысле, сами а покупают, что им... Чё вот- плохого? Я богатая, я заработала. Это вообще лучшее чувство в мире. Мне когда спрашивают, чем я больше всего в жизни вообще горжусь, я горжусь тем, что я стала богатой. Это реально мое самое большое достижение, мой уровень жизни. Да. И я раньше как-то стеснялась, я думала, нет, надо там гордиться, не знаю, тем, что ты помог там кому-то чего-то. Но если в глубине души искренне, то я больше всего кайфую именно от того, что ну, Я себе могу прийти и для ролика Ютуба купить легко. Ну, я это и любой- так хотела. Я эти кольца реально мерила не для ролика. То есть я не просто приходила и мерила. Потом просто вставила в план, так сказать, приятное с полезным. Друзья, я не только ведущий своего YouTube-канала, но и предприниматель. Когда-то в моей компании работало всего несколько человек. Ну, компания росла, и в какой-то момент количество людей перевалило за 100. И тогда я столкнулся с главной проблемой. Мне нужно было совмещать в себе роль и руководителя, но никак не предпринимателя. Если вы хотите выйти из операционки и сфокусироваться на росте, я рекомендую вам обратить внимание на систему RusQuant. Чтобы разложить все по полочкам и отцифровать бизнес, используйте инструмент «Схема компании». Это скелет бизнеса, в котором описываются все функции работников. Так выглядит пример структуры бизнеса на маркетплейсах. Запуски, маркетинг, HR, склад, а также менеджер маркетплейса. В ней подфункция продвижения товара. А в этой вкладке можно заполнить повторяющиеся задачи. Вы один раз прописываете задачу, и теперь она будет автоматически проставляться сотрудникам. Не нужно держать ее в голове. И главная фишка кванта – контроллер задач. Это сотрудник, который проследит, чтобы все задачи были выполнены в срок. Квант – это решение, которое позволит систематизировать работу вашей компании, описать и выстроить коммуникацию сотрудников, добавить контроллера и выйти из операционки. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на экскурсию в Квант и получите в подарок гайд «Как внедрить систему регламентов». Переходите по ссылке в описании. Я, знаешь, хочу продолжить этот разговор про людей, которые смотрят. И вот представь, здесь человек, он сидит и тоже хочет, чтобы с ним фоткались. Сегодня это не происходит. Ну, почему-то. При этом желание может быть большое. Да, я Как понимаю. ты, я понимаю. при этом есть наверняка люди, которые хотят, но у них это не получается вообще за всю жизнь. Да? Как ты считаешь, вот что отличает тех людей, у кого получается, чтобы был такой ажиотаж вокруг них, интересно, им хотелось фоткаться, а у других, ну, почему-то это не получается? Системный труд. Извини, Паш, тут, как обычно, волшебной таблетки нет. Личный бренд — это просто системный труд. Ну, то есть это какой-то просто... ж талант нужно особый. Нет. Любой человек может стать медийным, ну, если он этого хочет. Потому что это просто набор действий. Это маркетинг 6 касаний. То есть ты просто совершаешь много действий. Давай просто накидаем какие-то варианты, что можно делать, чтобы становиться медийным. Давай, что? Вести блог регулярно, продвигать этот блог, там, рекламу закупать, Рекламу покупать. Ага. выступать на конференциях,
выступать на Ютубе, например. Вот я сейчас к тебе пришла, меня узнают. Это просто еще один шаг к медийности, по сути. Ну, помимо того, что мы просто очень прикольно провели время, и с Пашей всегда весело. Но по факту это на самом деле, ну, Еще способ... одно касание. Да, еще одно касание. Это просто еще одно касание. Там тусоваться с людьми, которые тебя отмечают, делать какие-то... Ты это делаешь специально? Ну как? Я мало чего в жизни делаю прям специально, кроме, условно говоря, покупки рекламы. Но я знаю, как это работает. Что если мои друзья-блогеры меня отмечают, и я их отмечаю, это нам всем идет в зачет, в копилку. Потом, всякие вот эти штуки, типа публичные челленджи, какие-то реалити-вызовы, это же тоже на самом деле очень продвигает. Вот этот челлендж с 22 миллионами, он настолько вышел за пределы Инстаграма, что мне даже мой психолог, я ему прихожу хвастаться, вот на следующий, там, через пару дней говорю, прикинь, что у меня получилось вот так вот сделать. Он такой, я знаю, мне уже другие клиенты рассказывали. На самом деле это доступно любому человеку. То есть не обязательно иметь кучу подписчиков, чтобы люди начали тебя отмечать и рассказывать. То есть ты можешь сам проектировать и моделировать какие-то штуки. Прикольно. То есть, по сути, есть, конечно, люди, которые прям постоянно будут смотреть, Да. но есть люди, которые могут просто услышать от тебя Да. 1-2 раза. Да. Для этого нужно сделать что-то экстраординарное, Да. чтобы это выделилось. Да. Например, потратить 1 миллион за пару часов Например. и снять об этом видео Да. на YouTube. Ну, я поэтому согласилась в том числе. То есть, с одной стороны, это весело. С другой стороны, я сегодня пыталась купить вещи, которые я и так хотела купить. А с третьей стороны, я подумала, ну, это, конечно, хайп. То есть, может быть, даже будут люди, которые, ну, условно, наплевать на тебя, на меня, Да. но просто они такие, что за неадекватно? Да, Ну, что за посмотрю. дураки-блогеры эти совсем уже куку. Да. А потом, как бы, через это люди проникаются и такие, слушай, вроде люди нормальные. Или не, или А может, не нормальные. проникаются, но они потом в следующий раз обо мне услышат о тебе, и они уже будут знать нас. А, это те лохи неадекватные, которые... А потом что-то раз за разом, и они могут стать и подписчиками. Ну, реально, звучит, по сути, как такой очень простой алгоритм. Это как очень фитнес. просто, это очень просто. И вообще так устроена жизнь. То есть жизнь устроена таким образом, что если ты хочешь добиться результата в любой сфере, ты просто начинаешь фокусироваться на этой сфере и прикладывать какие-то усилия. Типа хочешь жопу, там качаешь жопу. Хочешь, не знаю, красивую внешность, идешь там к стилисту, не знаю, на волосы, там, к косметологу, ну там, на здоровье, там, анализы сдаешь, все такое. А можно комментировать? Или Конечно, тебе можно, наплевать на мое конечно. мнение? Ну, это стрёмно. Нет, это стильно. Но она маленькая. Это слишком маленькое. Можно попробовать на размер побольше. Ну, вот это намного интереснее. Я оба хочу. Я хочу взять и то, и... Подожди, у нас ничего не останется на другие приключения. Лады, давай про циферки поговорим. Давай. Сколько ты заработал денег в этом году или в прошлом? Где у тебя уже подсчитано итог? Надо считать, потому что Ну, в прошлом давай сколько? оборот был в прошлом где-то 129 миллионов. А 300? А, подожди, или я путаю с позапрошлым? Да, Ты я путаю с выступала 300 позапрошлым, говорил, да. помнишь? 300 был оборот в прошлом году. Еще раз, дубль 2. Я перепутала позапрошлый с прошлым. Вот люди, да, смотри, говорю, сколько заработала? 180. Я говорю, так ты же 300 вроде заявлял. А, точно 300, забыл в прошлом году. Звучит ужасно, да? Ну, это круто. Это Да. такое легкое отношение к деньгам. Я себя просто в последнее время корю за то, что у меня отношение к деньгам слишком легкое. И вот я пошла, значит, на тренинг к Паше, нанимаю финансового директора, чтобы он там помогал мне все какой-то по порядок полочкам. был, Да, да? порядок, Чтобы не чтобы путать был. 180 Не и путать. 300. Все, отстань. Вырежите это. Давайте мерить. Пожалуйста. Боже, какой цвет. Просто шик. Да, мне нравится. Ты начинаешь быть похожа на арабскую женщину. Ну, а кто в Дубае живет? Да, они любят такие. Конечно, пальцы в татуировках — это немножко не по-арабски. Ну, такая шальная арабская. Ну что, нравится? Ну, мне вот это вот мне очень нравится. Но оно немножко маленькое, Маленькая, да? и меня это смущает. В смысле, Не, я если не просто... хочешь- если не хочешь, не бери. Я считаю, что если не нравится, не надо. Ну, в смысле, а на что мы деньги будем тратить? Оно вот просто залог бюджета. Ну, это же вообще классно. Представляешь, у нас останутся деньги. Останутся деньги, шиканем, да? Официантам будем раздавать. Ты чё, прикинь? Вот так вот кидать их, да? Да. Сейчас я бумеранг запишу для своей аудитории. Давай, нахрен кольцо. Нахрен кольцо. Потом купишь еще.
Окей, Я беру. Эти два. Сколько? Из миллиона получается. Пока что мало. 11 это примерно 200 тысяч рублей. Да, да. Извините. Ну ничего, сейчас в Баленсиаге оторвемся. Примерно 200 тысяч рублей сейчас уйдет у нас. Да, Еще останется чуть-чуть меньше 800. да. Я хожу к психологу постоянно, каждую неделю. Каждую неделю? Каждую неделю, да. И что ты с ним обсуждаешь? Ну, я прихожу, такая и говорю. Так. Интересно. Блин, вот сегодня тревожусь. Мне кажется, меня никто не купит на моих продажах. Вот открываю продажи, никто не купит. Мы начинаем разбирать, что я вообще, почему я там так думаю. Может быть, у меня какие-то завышенные требования. А на самом деле это так. А может быть, прекратить себя критиковать там постоянно. Ну и разбираем вот так ситуацию. То есть ты просто приходишь, рассказываешь, что в моменте чувствуешь. Что у тебя, ты переживаешь или радуешься, или там страшно что-то. Я там конфликтные ситуации разбираю, например. Ты реально сходила к своему психологу и говорила, что ты переживаешь, что у тебя никто не будет покупать на вебинаре? Да, это факт. А все переживают. Ну, типа, нет ни одного Подожди, человека. как? У тебя охватывает там под миллион. И чё? У тебя рекорды продаж И всегда. чё? У тебя вся сумка Каждый миллион. раз И ты ты реально пошла переживаешь. к психологу, чтобы спросить него, а я волнуюсь, что у меня будет мало продаж? У меня была дикая паника в этот день. Да. Да. Реально, ты никогда не знаешь, ну в этом суть предпринимательства и всего вообще в непредсказуемости. Ну, ты вот когда продажи открываешь, ты всегда прям уверен, что купят. У меня просто нет такого как бы, элемента в моей деятельности, что я прям открываю какие-то продажи. Ну да, ты обычно просто продаешь. Ну ладно, но из моего окружения, кто делает запуски, я точно знаю, что абсолютно ни у кого не бывает так, что человек полностью уверен в том, что все будет хорошо. Это что, можно волноваться каждый раз, когда что-то продаешь? И Можно. это нормально? Ну да. Да. Блин. Окей. А я вот со стороны смотрел, думал, что как бы ты, наоборот, типа как локомотив. Такой, Нет, я как танк, ломокатив. Я как прешь и не боишься. ломокатив, это я. Я правда пру как танк. Но я как бы иногда боясь это делаю. Ну, типа, иногда тебе страшно, но ты все Психолог в равно этом плане делаешь. помогает, потому что с ним можно поговорить. Он там тебя помогает в реальность расчистить, да? возвращает. Он тебя в реальность возвращает. Он говорит, типа, Саш, ну, типа, давай объективно посмотрим. Мне кажется, что ты там слишком переживаешь за то, за что не надо переживать. Еще мы разные... Дашь телефончик своего психолога за кадром Конечно, потом? конечно. Ситуации разные разбираю. То есть я с кем-то поконфликтовала, Например. например. Я не буду тебе рассказывать, это конфиденциальная информация. И я потом иду к психологу и такая Марком, что ли, да? рассказываю. Да нет, не обязательно с Марком. Но с Марком тоже бывает. И я начинаю рассказывать, типа, да он, да я там, да как так можно? А психолог, он меня уже знает хорошо, да, он как бы в курсе моих реакций. Он такой говорит, Саш, ты молодец, что ты вообще пошла в этот конфликт. Потому что он знает, что я, типа, терпила. Что я вообще, вот, все предыдущие года, я бы такая просто, ну, ничего, старалась бы избежать конфликта. И он меня начинает там хвалить за это, и я такая, типа, воспряла, прям такая думаю, так я вообще ничего, молодец. Короче, он как универсальная поддержка тебе, и при этом такой объективный взгляд, который помогает тебе понять, где, в чем ты неадекватен, а в чем, наоборот, все окей. Просто вот посмотришь, скажешь, ну, понятно, это жиру бесит, деньги платят за то, чтобы вас хвалили. Но Ой, здесь я слышу, это? что это комбинация. Это, во-первых, ты выговорился, во-вторых, тебе Да. дали обратную связь, достаточно профессиональную, да, Да. потому что человек... И это не твой друг, не твой изучает, да. знакомый, вообще не предвзят. То есть он профессионально умеет давать именно объективную какую-то обратную связь. И еще плюс похвалить тоже, в чем это Естественно. работает. Что в этом Приятно, что плохого? Я обожаю, чтобы меня хвалили. Паша Нет. тоже обожает, чтобы его хвалили. Нет, я не такой. Ну, кстати, Молодец, что не такой, Паша. Вообще мало таких людей, как ты. Просто уникальный человек. Так хорошо, что мы с тобой здесь рядом. Спасибо, что позвал. продолжай. Я вот все вообще не могу. Хожу, знаешь, вокруг чего? Чего? Вот эта сумка в странах, она мне не дает покоя просто. Вот это? Да, я не знаю, зачем она мне. Стоит 1300. 300 тысяч стоит 300 тысяч, сумочка. да. Она еще есть в других стразах, вот в таких. Как тебе такое? Ну что, 300 тысяч это... 300 тысяч, очень нарядно. Нарядно? Знаешь, прихожу я Блестит. такая к тебе на завтрак. Не с какой-то там Фэнди, да? Ну да, это говно. Не конечно. то. Ни стразов нет, непонятно, что я богатая. Иду да, так такая сразу. просто сияю на весь Дубай Конечно. Молл. В кольцах Cartier. Пока что нет. Ну, скоро. Сейчас принесут. Все. И все, и ты сразу понимаешь. Не последний человек в Дубае идет. Сразу видно, инфлюенсер. Инфлюенсер, конечно. Да. Инфобизнесмен. Инфобизнесмен, да.
Обязательно Balenciaga вот так вот по всю грудь. Или Gucci. Или тут Balenciaga, а тут Gucci. Вот. Вообще супер топ. Давайте протестируем Пашу на знание модных трендов. Ни хрена Паш не знает, я проиграл уже. Просто игра. Давайте, Весело. конечно. Модные тренды. Давай найдем какие-нибудь. У меня кроссовки не было, что ты мне хочешь? Вот, как тебе? Я видел, что все блогеры как раз сейчас выкладывают дырявые с дырками. Значит, это сегодня востребовано. Востребовано. Ну, Да? неплохо. Вывел? Да. Так. Есть. Сейчас найдем тебе что-нибудь еще. Так, давайте. Ну вот это что, это современное или это уже? Ну, слушай, тут все современно. Ну да. Или вот, например. Блин, обожаю, конечно, Balenciaga. Да. Каждый раз думаю... Мне вот это понравилось. Мохнатые. Такие У меня, тяжелые. кстати, есть только. такие. Да, Ну, не такие именно похожие. мохнатики. А есть еще такие же на каблуке. Так это ж неудобно. Суть тапочек, потому что было удобно. Слушай, А это- любые туфли на каблуке — это неудобно. И это нормально. А, подожди, это как туфли носить надо, да? Ну да, естественно. А вот, смотри, туфли в скотче. Ох ты ж. Это Скажи, реально я скотч? дома могу такие сделать, да? Это реально Бесплатно. скотч. Ну да, это реально скотч. Обалдеть. Давай, сколько это все стоит? О, лучше? я Вот что нашла, людям я нашла. интересно. Вот. Это надо было на съемки прийти в это. Саша, я понял, что ты должна это померить. Ну нет, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Так, ребята, голосуем, посмотрим. Ну, померяй, Ну это же ладно, давай ржака. померим. Давай сейчас Это посмотрим, же сколько это ржака. стоит. Это контент А это надо пошел. еще вот с этим, видимо. Вместе, да? Да. Ну, давай, я тебе На, помогу. попроси мой размер. А какой у тебя размер? А сейчас узнаем, как это носится. Ёшкин кот, они же тяжелые такие. Ну да. А можно вот это померить тоже? Во-первых, сколько Да, это все супер. стоит, добро? 20 тысяч дирхам, 20 около, тысяч? да. И То есть 15 400 тысяч рублей и еще 300 тысяч рублей, ну, примерно. Паш, ну что ты хотел? Это Balenciaga. Да, недорого. А мы снимаем, как ты раздеваешься? Это вот это всё? Нет. Не, ну, кстати, должен признаться, реально, я заметил, что когда с тобой переписываемся в Телеграме, от тебя всегда идет вот этот шлейф такой похвалы. То есть ты всегда там... Я просто тобой сын. восхищаюсь, Паша. Это не специально. ну. Не, это, кстати, реально чувствуется. То есть, как бы это ни было, может быть, да, кто скажет, это банально, но это реально ощущается. Ты вот общаешься, каждый из нас общается там с 10, 20, 30, 100 человек, так или иначе. Да, там, за месяц ты пересечешься с большим количеством людей. И часть людей, они просто вот искренне находят что-то в тебе и подсвечивают это, говорят, ты молодец в этом, это здорово, у тебя получилось и так далее. И тебя это подзаряжает. Кажется, что это просто. Но если сегодня кто-то посмотрит это видео и посмотрит на то, как он переписывается, ну не факт, что в этой категории. Вот я реально учусь этому. Я вот смотрю, Нет, как ты это слушай, делаешь, и я думаю, ты блин, на себя не гони. Ты на самом деле очень хвалишь людей. Наоборот, у тебя этому училось, ты это заметила у тебя. И я такая типа, о, это прикольно. А я раньше, допустим, пару лет назад, я просто про себя думала всегда. То есть я такая иду и думаю, о, прикольный чел там, или классно делает, такой молодец. И мне казалось, что люди сами это понимают, что они молодцы. Но ведь нифига. Я еще заметила, что вот здесь у нас в Дубае, например, собралась тусовка какая-то спонтанно, в которой мы общаемся, работаем. У всех идут запуски, там еще что-то. Ну, короче, коллеги, условно проекты, говоря, да. проекты. И я заметила, что мы все друг друга хвалим. То есть у нас нет такого, что мы говорим друг другу, да нет, это фигня идея, там еще что-то. Вообще вот ни в какой форме у нас нет осуждения. У нас все время обратная связь звучит типа «Офигеть, ты гений, там, молодец, это очень круто, вижу там, что ты заряжен, класс там делай». И как-то это получается очень естественно, и я вижу, что у нас у всех результаты просто растут. Офигеть. Слушай, это же реально, вот представь, сейчас мы снимаем это видео, и люди, которые будут смотреть это видео, это же тоже часть, в данном случае, окружения нашего разговора. Да. Правильно? Они же тоже участвуют в этом. Потому что мы в современном мире, люди могут написать комментарий, еще что-то. И, по сути, каждый этот комментарий — это тоже часть этого. Да. И каждый комментарий — это человек какой-то, ну, вот отправляет посыл, Да. но в первую очередь... Паша напрашивается на хороший комментарий. Не, я про другое. Ну, это тоже. Все равно будет такой. Я скорее про другое. Представь, что человек, когда пишет комментарий, надо признаться, что не факт, что ты их все успеешь прочитать. Естественно. Да? Но человек, который его написал, он-то его прочитал. И если человек написал какой-то говняный комментарий, то в первую очередь он его написал кому? Себе. И получается, что он... Получается, что не надо писать «Паша, говняный комментарий». Мне окей? можно, я все принимаю. Когда пишут, что я этот страшный тупой еврей, который там папа ему все выдал или еще что-нибудь, я принимаю это. Я скорее другое, я хочу, чтобы наш разговор был максимально полезен для людей. И кто-то смотрит сейчас, и у него в голове что-то вертится, и, возможно, принимает какое-то решение, в том числе, какой написать комментарий.
И вопрос не в том, напишет он плохо или Типа хорошо, похвалит нас, не а похвалит. в том, как он может задуматься о том, что написать. И как это влияет на него. На самом деле, да. В большей степени, Да, ты понимаешь? абсолютно прав. То есть, когда мы начинаем других людей осуждать, там, как-то критиковать, на самом деле это отражение того, как мы относимся к себе. Да. То есть я по себе замечала, что когда я даже мысленно, то есть я внешне, повторимся, я терпила, да, у меня очень плохо с выражением агрессии. И я внешне очень редко могла позволить там что-то сказать кому-то или публично высказаться, осудить, да. Но при этом внутренне я могла кого-то осудить. И как потом оказалось, у меня на самом деле настолько сильный внутренний критик. Как бы я себя сильно критиковала и критикую, ну, отчасти сейчас. И других тоже. И других тоже, Ну, даже если это внешне не выражается. Вот И это поэтому, это- как только ты, и это, наверное, взаимосвязано, как только ты перестаешь других чморить, да, за что-то, осуждать, ты к себе начинаешь относиться терпимее. А как только мы к себе относимся терпимее, нам гораздо легче расти, потому что это как, ну, другие люди точно так же нас влияют. Вот другие люди нас хвалят, поддерживают, мы растем. Мы сами себя хвалим, поддерживаем, мы тоже растем. Поэтому на самом деле перестать чморить других людей, перестать осуждать, перестать высказывать это очень сильная инвестиция в свое состояние. То есть ты чувствуешь, чем меньше, чем больше ты будешь переставать себя критиковать и других осуждать, Да. даже мысленно. Да, даже Даже мысленно. мысленно. Тем ты будешь быстрее двигаться, Да. больше всего достигать и так далее. А если я начинаю критиковать, я понимаю, что мне сложно перестать, то я иду и в терапии это проговариваю. То есть я говорю, я осуждаю этого человека. Ух ты. И это так на самом можно? деле, конечно, самое на самом деле крутое, что можно сделать в терапии, это прийти и сказать, я вот этому блогеру завидую, прям бесит он меня. Если ты понимаешь, что тебя какой-то человек прям задевает, тебе не нравится, что он делает, и ты прям критикуешь его внутренне, внешне, это офигенский материал для терапии. Потому что дело вообще на самом деле, скорее всего, не в нем. Да. Потому что есть огромное количество людей, которые тоже творят какую-то дичь, но мы на них даже не обращаем внимания. То есть нам просто пофиг. Да. И если нам просто пофиг, значит, нам просто пофиг. Вот цитата великих, да? А вот если нас кто-то реально зацепил так, что мы о нем прям думаем, и что-то еще пишем, и еще там сплетничаем, я не знаю, еще что-то, это значит, что есть что-то внутри нас, что по-хорошему нужно размотать. И тут я не буду разбрасываться диагнозами, типа говорить там, ты себе не разрешаешь это, то, что он там разрешает, потому что не всегда это так напрямую работает. Да. Но это всегда очень интересно обсудить с независимым человеком, с психологом. Потому что очень часто мы обнаруживаем в себе какую-то задачку, на самом деле, которую нужно решить. Это должно быть ржака. Слушай, Шаг, вообще-то очень прикольная костюм. вообще-то, кстати, это... Реально классно. Я Прям думал, это батарея будет так сидит выглядеть хорошо. смешно, а ты как будто на красной ковровой дорожке. Реально, вот они все так ходят. Да? Как там модели Баленсиага ходят? Похоже? Не, реально прикольно. Вместе, В зеркало вместе. посмотрюсь. Блин, Только да, скользкие слушай, такие, немножко. это очень даже весело Только выглядит. меня шито. Ну, это просто кайф. Неплохо. Ну ладно. Саш, ну пойдем дальше. В итоге я померила несколько вещей, которые мне стилист сказала, и мне очень хорошо подошла эта футболка. Я ее возьму, вот пиджак, все остальное не подошло. Костюмы в стразах, в пайетках, это чисто Пашина идея была, мне стилист такого не говорил. Ой, а тут даже не написано, сколько она стоит. Нет, они не включены. Тут не написано, сколько стоит, ну сейчас скажут. Сколько стоит футболочка эта? 2000? 2000 дирхам. Это С получается половиной. примерно 40 тысяч рублей. Да, ну нормально, это хорошая футболка. Только, правда, дырявая чуть-чуть. Дырявая, да? Ну, А ты что, не могла взять, чтобы она не дырявая была? Ну, блин. Новый нет, что ли? Старый? Был магазин, когда с витрины дают. Balenciaga, БУ, Balenciaga. Так, все. Друзья, мы продолжаем наши съемки, новые фильмы, которые вам так нравятся. И вы знаете, что в каждой стране нам нужно найти, где жить всей съемочной команде, как ездить и передвигаться. И как здорово, что в каждой стране находятся прекрасные люди, которые нам в этом помогают, поддерживают нас, организуют нам весь быт и жизнь. Да? Да. Анжелика, расскажи, чем ты занимаешься и по каким вопросам к тебе можно обратиться? Я юрист, представляю юридическую компанию Wolf Pack. Ага. Мы занимаемся регистрациями компаний, открытием банковских счетов, помощью в получении резидентского статуса, визы,
Emirates ID. И все это в Дубае. И все в Дубае. Дубае и во всех Эмиратах. Да, во всех Эмиратах и полное юридическое сопровождение бизнеса. То есть, если человек хочет здесь получить резидентство, вот эту карточку, да, чтобы здесь можно было находиться, или вести здесь бизнес, открыть Да. банковский счет, потому что здесь вкусные налоги, Да. то это можно к тебе обратиться. Конечно. Как? По любым вопросам. Ссылочку оставляю в описании, пишите Анжелике от нас, и она вам поможет все организовать, чтобы было чисто, красиво, пушисто. Спасибо. Ура, все, ссылочка. Вот люди будут смотреть это видео, и кого-то же реально стригерило то, что... Да, что ты миллион там на какую-то херню, Миллион да. на какую-то херню. Могла там бы какие-то вообще на другое Cartier, потратить. там, ламбу взяла, какую-то еще... Честно говоря, я сама от этого в шоке. Для меня это тоже как терапия. Ну, Да? типа, я хотела взять дорогую тачку, просто покататься по Дубаю. Ну, типа, это ужасная колхозная какая-то банальная, дешевая вещь. А ты так не делала еще? Я так не делала ни разу. Ну, я каждый раз Это хотела. первая ламба в твоей жизни? Да, я хотела. Я смотрела на этих блогеров, которые берут и думала, суки, Да ладно. что за хрень вообще? Я хотела этого, да. Я не делала этого, потому что я как-то внутренне думала, надо быть рациональной, да. Пойду лучше квартиру в Дубае куплю, там инвестиции, вот все нормально. Пойду, не знаю, iPhone возьму, мне для работы надо. И у меня первая мысль на самом деле была, пойду как-то его классно вложу. Еще знаешь, вот такая была мысль, что все подписчики Паши посмотрели и подумали, ну ничего себе, блогер, а умный, как правильно Ты реально потратила. так думала? Ну, реально, у меня первые мысли были такие, надо как-то рационально все сделать, чтобы они все поняли, что я крутая. И потом я поняла, что это какая-то дичь на самом деле. Ну, то есть у меня реально есть вещи, которые я просто хочу купить ради удовольствия. Не ради того, чтобы это было полезно и рационально. Я и так трачу на полезное и рациональное, да. И почему бы не пойти и не потратить миллион просто ради кайфа? Я такая, блин, хочу это кольцо, вот самое ублюдочное, самое попсовое в мире кольцо Cartier, да? Которое у всех, да? Вот простое. Я такая, да, мне подходит. И на самом деле столько энергии в этом. То есть как только мы себе разрешаем ради радости что-то сделать, опять-таки я не говорю, что я последние деньги на это трачу, да? Ну, очевидно, у меня есть деньги. Но как только мы разрешаем себе делать что-то ради радости, а не потому что надо, или это правильно, или чтобы другие поняли, что я умная и классная, я так себя круто почувствовала. Вот мы сейчас дали вот эти там 500 дирхам официант, там еще что-то. Вот это ламба, на которой я приехал. Слушай, ну смотри, когда ты блогер, понятно, почему тебе это выгодно. Ты делаешь контент, поднимаешь охват, ты больше увлекаешь людей. Но если человек, ну, например, работает в какой-то компании или еще что-то, и вроде бы там нет такой линейной связи. Ну почему нет? Вот Я же объясни. на самом деле, даже в нашей ситуации нет линейной связи Cartier охвата. Потому что если бы мне не нравились Cartier, или что-то я бы купила, вот то, что надо, меня бы это не зажгло. То есть я бы не испытала никаких эмоций, и в контенте бы это не отразилось. То есть, ну, нет такого, что есть прямая связь, вот ты там тратишь деньги, люди на тебя смотрят. На самом деле есть связь между тем, что ты живешь классную жизнь, которая тебя заряжает, и делаешь какие-то классные события в своей жизни, и люди вот уже вот на это смотрят. То есть на самом деле людям пофиг, кто там сколько тратит. Людям очень нравится смотреть на эмоции, на чувства, на какой-то кайф. Вот когда кто-то повышает уровень жизни, когда кто-то такой прям заряженный, эмоциональный. Ну, да ты сейчас опять, видишь, ты как блогер отвечаешь. А я вот хочу, чтобы ты... Вот давай представим человека, который, ну, не знаю, там, мамочка с детьми или там офисный работник. Ну, так это И же он, то вот же смотри, самое. вот в чем будет у него выгода, если он пойдет и начнет себя радовать, что-нибудь себе покупать? Ну, потому что он просто станет радостнее, и жить будет бодрее, веселее, и работу делать будет лучше. Ну, как это Потому будет? что я сама, когда работала условно журналисткой и что там училась на журфаке, ну, я всегда себя радовала. То есть я всегда... Это было по мелочи. Допустим, я ходила в кафе и ела не в столовке, там, а в кафе иногда. И так мне вообще классно становилось от этого, что я просто бегом шла там и очень бодро работала на своих 3 работах. Ну, эти студенческие годы, они у всех немножко странные. Вот. И то же самое, условно, мамочка в декрете. Ну, блин, кому вообще лучше от того, что ты вот сидишь такая грустная, печальная, не знаю, плохо тебе, скучно, не знаю, ничего не происходит. Ну, никому, скорее всего. Потому что на самом деле мы, когда там партнера себе выбираем, там, мужа, жену, я не знаю, нам же тоже от него не сам факт нужен, что он есть, а то, что он какой-то классный. И он достаточно... наполняет жизнь. Да, наполняет тебе жизнь, и ты его тоже наполняешь, и вы как-то взаимно обмениваетесь. И поэтому, на самом деле, супер важная инвестиция — наполнять свою жизнь. Потому что тем самым мы становимся более привлекательным
привлекательными там, мужьями, женами, матерями, отцами, работодателями, сотрудниками. То есть с нами становится приятнее находиться, с нами становится приятнее работать, с нами хочется иметь дело. Так, опа, а что это за пакетик у тебя появился? Это мне вот Алена принесла Cartier. Cartier уже пришла? Можем, в Ты принципе, щас будешь надеть. одевать? А хочешь? Давай, конечно. Ну, давай. Я тебя придержу, помогу. Так, а почему тут 2 коробочки? Ты же одну взяла. Нет, там 2 кольца. Ты 2 взяла? Нет, в плане вот это без бриллиантов, это 2 кольца, их надо ну, просто это комплект вместе. такой. Да. Так, мы здесь его поносили. Так, и второе. Так. Жалко, конечно, что без бриллиантов, но... Как ты это повернул в прошлый раз? Вот так вот я его сделала, оно просто цеплено было. Тут потрясает. Ну все. Что, Паш, как думаешь, что покупаем? AirPods Max? Да. А для чего? Ну, у меня есть, конечно, одна догадка. Какая? Может быть, ты хочешь сделать подарок подписчикам? Ну, не знаю. Давай купим, посмотрим. Специально разложенный, да, для инстаграмчика? Паш, какой больше нравится? Ну, кстати, если Голубой хотите, вот классный. этот голубой, да, самый классный. We will Мы take возьмем this. этот, This в этом color. цвете. Хорошо, голубого цвета. Какой объем памяти вы бы хотели? And А which one какие is available? доступны? Мне кажется, у нас есть сейчас Okay, все. let's take Хорошо, мы the возьмем biggest самый one. большой. Самый дорогой берешь сразу? Самый большой память. Ну, это же подешевле, Саша. Ну и что? У нас Что еще много тратить? денег. Смотри, сколько у нас еще денег. У нас Саш, еще что много. тратить? Ну, возьми У подешевле. нас очень сэкономь. много денег. Нет. Сэкономь. Нет. So, Итак, this one, это, this one, это и, and I кажется, guess всё. that's it. So, I'll pay Плачу cash. наличными. It's mine? Это мой? This is Это my мой iPhone? iPhone? No? Нет? Станыч, какая сумма? Чуть меньше, чем 7 тысяч дирхам. 7 тысяч дирхам. Я вообще искренне считаю, что очень сильная ответственность каждого человека, персональная, в том, чтобы поддерживать свое состояние. Потому что от этого зависит и работа коллектива, там, и вообще всего, и там, как семья твоя действует. Да, это клево звучит, что это твоя ответственность за то, как Да. ты себя ощущаешь. Да. Потому что часто люди говорят, ну, Ну вот ты меня не радуешь, подарки не даришь, там, снаружи, да, мужу, внешние какие-то да. факторы, и ты как бы от них зависишь, такой говоришь, Да. ну, там этот нахамил, этот накричал, тут что-то не получилось, нет успеха, поэтому это оправдание, что быть Что такой я такой унылый. полудепрессивный. Не, ну как бы можно быть в плохом настроении, вообще никто не спорит. Но в целом базово нужно понимать, что никто, кроме нас самих, на самом деле нашу жизнь не выстроит. Как бы не хотелось, чтобы там прилетел кто-то и сделал нам На там... голубом вертолете. Да-да-да. Там work and life balance нам выстроил классный, там, чтобы все в семье у нас было классно, на работе там начальника пожурил, чтобы он нас там не ругал и так далее. Прикольно. Но ты вот по себе в том числе видишь связь, вот это настроение, да, и финансового дохода. Абсолютно, это прямейшая связь. То есть я могу абсолютно на своих примерах, там, скажу, выложить, например, такие же продажи или такой же прогрев. Даже это может быть дословно написано так же. Допустим, мне там продюсер прислал прогрев. Но если я в плохом настроении, и даже если я буду пытаться там записывать на камеру, и типа, ну, нормально там стараться говорить, не типа вот так вот, это все равно будет очень сильно ощущаться. Потому что аудиторию не обманешь. Ну, то есть у нас у всех есть очень сильная система эмпатии. Мы так устроены, от этого зависело выживание вообще нашего рода То есть даже если человеческого. неосознанно, подсознательно мы все равно считываем, да? Да, мы все считываем, и в том числе через экран. То есть в том числе через блог мы на самом деле очень хорошо понимаем состояние. И если мы постоянно ведем блог, даже пытаясь сделать вид, что все хорошо, на самом деле все нехорошо, у нас там проблемы, не знаю, мы в депрессии, не знаю, еще что-то, это будет очень считываться, и люди, может быть, даже подсознательно, даже не особо понимая, будут там меньше нас смотреть. Потому что они заражаются вот чем-то вот этим плохим, а людям хочется заражаться хорошим. И наоборот, если у меня все хорошо,
То есть если я хорошо сходила в отпуск, я почему считаю, что отпуск — это бизнес-задача? Наряду с работой это не менее важная бизнес-задача. Я там сходила в отпуск, я потом выйду на работу, я так буду блог вести, что все купят просто вот так вот, все, что я буду продавать. И это не зависит там от смысла или что я там напишу у себя в постах, там, в блоге. Потому что я просто вот этим вот счастливым лицом выйду, и все. Людям захочется меня смотреть, людям захочется ко мне идти на выступление. Я вспомню случай, там, примерно год назад, я где-то болею неделю или две, и никак не могу выздороветь. А потом что-то случилось, то ли я в какой-то компании оказался, то ли я видео какие-то смотрел, и я очень долго ржал. Прям ржал, типа, целый день. У меня вообще, ну что-то было очень смешно. Меня прям не отпускало, я в слюни ржал. И вечером я такой, бах, у меня насморк прошел, кашель прошел. То есть без таблеток, без всего. Класс. И я даже вспомнил, это есть такая смехотерапия. У меня же мама психотерапевт, я вспомнил, что она говорила такую фразу, что есть смехотерапия. Прикинь, как классно. Реально поржал, чуть-чуть выздоровел. Это же то же самое. Так, смеемся, ха-ха-ха-ха. То есть получается вот эта штука, о которой, ну, на самом деле все говорят, что, ну, это понятно. Типа настроение, энергия. Она влияет на деньги, на здоровье. На все, блин, на отношения. Это знаешь, как все говорят, ну понятно, что там надо спать вовремя ложиться, воду пить, там активным быть. Но только ты начинаешь что делать, как ты просто чувствуешь качественные изменения в своей жизни. Хотя всем все понятно и так, да? Как бы это ни для кого никакая новая информация. Разложим на составляющие. Вот проанализируй весь свой опыт. Потому что ты уже реально за свою жизнь заработал сотни миллионов рублей, да? У тебя миллионная аудитория. Ты супер востребованный спикер. У тебя реально уже много чего получилось. Но при этом у тебя явно были волны, падения, плюсы и минусы. Но если суммировать весь твой опыт и постараться разложить его на вот составляющие, да, на инструменты, с помощью которых ты сама себе можешь вот это настроение улучшить. Давай просто перечислим. Типа 1, 2, 3, 4, 5. Вот что это такие тулзы твои? Качественный отдых. То есть это в течение дня, то есть не заниматься работой весь день. То есть на уровне дня обязательно должен быть хотя бы час-два отдыха. На уровне недели должно быть 2 выходных. На уровне примерно квартала должно быть неделя выходных. И на уровне примерно полугода 2 недели выходных. В идеале еще раз в год прям месяц офф. У тебя прям это в расписании? Да, у меня прям это заложено в расписании. То есть я планирую запуск, планирую отпуск. И это прям четко. Это закон, потому что от этого на самом деле зависят деньги, которые приходят в компанию. И, в принципе, я изначально думала, что это только мне надо делать. Ну, типа, это супер важно, потому что я лицо, я спикер, я там веду вебинары, например, я веду блог, сторис, ну, короче, как публичное лицо. Но по факту каждый человек в команде должен это делать. Потому что это зависит на самом деле от уровня энергии у всех. Да, общий. Первое, отдых. Кайф. Отдых именно вот по такой схеме. Мне То есть надо учиться. если вы отпуск пропускаете, у вас уже эта система так не работает. В идеале раз в год полный отпуск на месяц радикальный. Я вот как раз все свои нынешние рекорды сделала после августа. Я в августе брала отпуск на месяц. И просто лежала на Бали, я вставала, ела, шла на массаж, лежала, ела, потом засыпала, просыпалась и вот так вот по кругу. Все, буду как-то надо внедрить. Не как-то надо, а подумай, что это бизнес-процесс, и все. Все, понял. Ты спокойно умеешь ставить себе бизнес-задачи и рабочие задачи и не сливаться. Вот с отпуском тоже надо просто уметь не сливаться. Страшно? Ну, конечно, страшно. Но Ладно, первый отдых, что еще? Потом режим дня, то есть нормальный сон, рано ложиться по возможности, не сидеть там ночью. Ну, именно, короче, нормальное количество адекватного сна, качественного, хорошего. У тебя какой график? Во сколько спать ложишься, во сколько просыпаешься? Ну, сейчас у меня не идеальный, я где-то в 11 ложусь. Это плохо. Лучше в 10. Просыпаюсь, ну, типа, в 8. Такой. Окей, супер. Сон? Сон. Активность, тренировки, движение. Движение. что такое? Ну, вот все, что угодно, что связано с тем, что у вас там пульс поднялся, вы там попотели. Это может быть 20 минут, неважно. Вот мы сейчас походили по Дубай Молл, считается? Нет. Это база. Особо пульс не поднялся. Активность. Ну, питание я ставлю. То есть я тоже замечаю, что если я, допустим, условно говоря, перехожу на рацион из сникерсов, вместо того, чтобы есть, например, там тунец, овощи, картошку, у меня сразу же состояние тоже становится похуже. Но здесь, опять-таки, я в любом случае сладкое каждый день ем. То есть я люблю сладкое, просто я его всегда ставлю после нормальной еды. Стараюсь есть по методу тарелки каждый прием пищи, чтобы там был белки, жиры, углеводы, клетчатка. И все. И потом уже можно там сникерсы и все на свете. Окей. Четвертое, питание. Потом психотерапия на самом деле очень важна. То есть я понимаю, что когда я в стабильной психотерапии, у меня как будто в голове все прочищается. Я становлюсь более
привязанный как-то к реальности, то есть адекватный. Больше понимаю, что происходит, что мне надо, там, куда я иду и так далее. Что еще? Очень важно общение с людьми. О, шестое. Общение с людьми. То есть это близкие, семья, именно качественное общение, близость. Это друзья, там, окружение, знакомые. То есть возможность покоммуницировать, потому что это классный способ отвлечься от всего, очень хорошая поддержка. Я не знаю, как это работает. Я 100% уверена, что есть какие-то научные объяснения, как это работает. Но это работает. То есть если у меня есть друзья, если у меня есть круг какой-то, стая, и есть еще близкие люди, то все, у меня все хорошо. Нам надо деньги пересчитать, потому что у нас что-то все идет не по плану, ничего нету в магазинах, хотя эти кольца были, когда я их мерила там неделю назад. И я у считаю, нас слишком много денег остается. Мы столкнулись с какой-то нереальной проблемой, мы не можем потратить. Да. Приходим... А я не хочу просто так тратить, ну, типа, в этом нет Ну ничего да, не классного. чтобы потратить, а чтобы по просто кайфу потратить, было, вон в любой можно зайти, купить. Реально, это проблема. Ладно, сейчас сядем, подумаем, что еще можно взять Да, из такого, из нужного. проблема современного общества. Мне вот так вот нравится идти с пакетиками. У тебя еще вот и есть, пожалуйста. Мне кажется, когда я говорила, что я не люблю шопинг, я, видимо, не понимала, что вот так вот, вот это вот тоже шопинг. А какая у тебя самая большая сумма, которую ты потратил за день? Ну, я квартиры когда покупала, наверное. Ага. Там, типа, миллионов 30. 30 раз так Да. отсчитала? Да. А если мы говорим о вот таких шопинге? Шопинг. Ни машины, ни квартиры? Ни машины, ни квартиры. Ну, у меня был один раз шопинг со стилистом в ЦУМе. И, по-моему, я то ли 1,5, то ли 2 миллиона заплатила за вещи. То есть сегодняшний день, по идее, должен войти там в топ-3 самых богатых дней в твоей жизни по расходам? Да, получается, да. Ох Но ты. пока что мы вообще по мелочи какую-то хрень Пока что. купили чуть-чуть. Обычный день просто дубайский. Пока что не получается. Поскольку мы переезжаем из одной точки в другую, нам всегда нужна машина. И в этот раз нам GetTransfer выделил целый автобус, на котором мы гоняем везде, Дубай, Абу-Даби, чтобы успеть и вовремя сделать вам контент. Спасибо, GetTransfer, что вы нас поддерживаете. Ссылочка в описании. Короче, у меня есть подарок, Какой? но не для тебя. Для тебя тоже есть. Не расстраивайся. Продолжай. Я сейчас в Apple, когда заходила, мы покупали марку наушники, да? И я купила еще iPhone. Что? Я не знаю, ты заметил или нет. Вот Паша и его натуральное удивление. 14-й iPhone, голубенький. Помнишь, ты сказал, что голубой iPhone кайф? Голубенький, да. Да, голубенький Ты его купила? iPhone. Я его купила. Он запечатанный, да? Запечатанный, Не да. будем даже раскрывать. Не будем раскрывать. Так. Твоим подписчикам. Короче, отстань, ручки свои убери, это не тебе. Ребята, я знаю, как Паша старается делать YouTube. Он реально горит Ютубом. Он нанял целую команду. Он постоянно всем приходит, рассказывает про YouTube. Он прям супер старается делать крутой контент. И я когда думала, что мне купить за этот миллион, я поняла, что мне очень хочется помочь Паше с развитием Ютуба. Получается, это iPhone для одного из вас. Ваша задача помочь Паше с продвижением его YouTube-канала. Поэтому давайте вы напишите комментарий под этим видео, напишите, какой вы инсайт получили, какую мысль вы взяли, что-то, что вас, может быть, натолкнуло на какие-то размышления. Короче, напишите комментарий, что вы берете в себе, что вы берете в свою жизнь из этого видео. Да, и мы потом, смотри, как сделаем. Все комментарии можно лайкать друг друга. И 20 комментариев, которые наберут больше всего лайков, О, классная я идея, их да, отсмотрю. офигенская. И потом из этих 20 выберу тот, кому подарим iPhone. Вот, супер, отлично. И еще чисто от меня просьба, Паша, отойди. От фанатов Саши, от фанатов Саши. Расскажите про Пашин канал у себя в сторис, в постах или в рилсах. То есть расскажите у себя на странице про его канал, ставьте ссылку. Не обязательно про конкретное видео, можно просто рассказать про то, что вы получаете от Паши, от его страниц, потому что я вижу, насколько он классно вкладывается и старается, насколько для него это важно. И вы этим самым очень сильно его поможете. Вот. За это мы не будем давать iPhone, но просто такая человеческая просьба. Ну и да. Сашу отмечайте тоже там. Меня не надо отмечать, Пашу отмечайте. За то, что она хорош. Меня постаралась так, быть для вас открытой, полезной. Все, не надо меня отмечать. Пашу отмечайте. У меня и так много подписчиков. Больше, чем у тебя. А вы знаете ли? МВД. Это мы еще посмотрим, да. Конечно. Вот, и мне нравится такая тема. Вот, Еще. iPhone 14 на максимальную память.
Да, голубенького кстати. цвета, красивого, выбрал Паша. Вот Не цвета, как пожадничала. его... 512. Я так и знала, что ты будешь меня склонять к тому, чтобы маленький взять. Но нет. Память — это важно в айфоне. Все. Кайф. Я его тебе отдаю тогда. Держи. Это твоему подписчику. Все, друзья. Итак, условия конкурса. В комментариях пишите самый большой инсайт, который сегодня словили от нашего разговора с Сашей. 20 комментариев, которые наберут больше всего лайков, чтобы избавиться от накруток. Из 20 мы выберем один, который оказался наиболее интересный. И ему вручим вот этот прекрасный, вкусный айфончик, купленный в Дубай-моле, Да. собственноручно Сашей Митрошиной. Кайф? Это я. О, красота. Ура! Ой, это не все. У меня есть для тебя сюрприз. Еще? Да, еще сюрприз. Тебе очень понравится. Не уверена, что прям супер, но понравится. Но Какой? нам надо сесть, поехать туда. Уезжаем, что ли? уже? Уезжаем, да. Ну, поехали. Но я хочу, чтобы для тебя это было сюрпризом, поэтому... Я ничего не вижу. Да, ты ничего не увидишь. Как ниндзя сейчас будешь Я просто. правда ничего не вижу. Ой, Быстро. ужасно, да? Это быстро. Жесть. Жесть. Осторожно, следующий шаг делай. Поехали. Все. Ужасно, да? Черт, бляха-муха. Так, подожди, еще же надо спрыгнуть. Черт, отошли. Спрыгивать. Почти пришли. Я слышу, что есть двери какие-то. Так, да, вот сейчас дверь, заходим в дверь, и сейчас будет такая ступенька наверх. Потрогай ногой, да. Все, Все? зашли. Не, подожди. Куда прыгнуть? Больше Так, не я будем ни с кем одела. снимать такой формат. Ни с кем не будем, а мне понравилось, не знаю. Я думал, что это будет весело. Шмотки, хавка, развлечения. Так, теперь я подписываю за тебя. Значит, я соглашаюсь со всеми условиями, Какими? что это риск, что я в хорошем состоянии здоровья. Нет, плохом. Плохом, что я хочу, вообще готов на все, никто ни в чем не виноват, я за все беру ответственность. Расписывайся. Ты шутишь? Нет. Все? Все? Так. Ты реально хочешь, чтобы я за Ой, закрытыми подожди. глазами расписался во что-то? Нет, подожди, надо еще раз. Ой, плохо расписалась. Так, еще раз. Ты не переживай. Давай. Супер. Так, будем Так, действовать вещи логично. оставляем. Мы спустились куда-то вниз, значит, это не должно быть высоко. А ты в этом участвуешь тоже? Да, конечно. В смысле, ну ладно, я сказала, я хотела это сделать. The one with wristband, please follow me. The one with wristband only. Чего? Все, давай мне телефон, я подсниму. Мгм. Так, всем здравствуйте, я никого не вижу. Сколько вас? Так, трое сзади, да, и спереди еще двое, и рядом с тобой один, и еще я. И еще ты. И Да. вы все- А кто по-русски говорит? По-русски все, кроме... Соседы мои. Все сзади, да. Все сзади. Я Спереди понял. по-английски. Так, ребята, значит, давайте договариваться. Что вам нужно, чтобы вы мне сказали, куда мы едем? Я умею Скажите это... массаж, танец, песни. Ладно, Я деньги. перебью ставку. Ладно, деньги, ладно, секс. А что за канал, мы потом посмотрим. Канал называется канал Паши Гительмана. Павел Гительман. Павел Детельман. Гительман. Детельман. Да. Да что это за маршрутка такая, что ли? Никто не смотрит на YouTube, что ли, я не понял. Вы откуда? Слушайте, а Паша, наверное, где-то не освещает жизнь богатых. О! Да, это он! А, подожди, был репортаж в Израиле, по-моему, нет? У меня нет, это у Молодец, Паши. давай пятерку второй. Это уже второй. Уже второй. Джекпот. Да, вот Может, еще кто-то. Сейчас иностранцы тоже вспомнят. Так, ребята. Мы же наверх едем. Разве? Да нет, Да не, нет, вниз. Это показалось так. Да, конечно, куда столько вниз ехать? Так, мы приехали, куда и хотели. Почему ветер дует?
Хорошо, что не в спину. Сейчас будет еще одно путешествие страшнейшее. Сколько ступенек уже? Немножко осталось. Чуть-чуть, Паша, последние ступеньки, и все, и мы здесь. Почему солнце светит в глаза? Так, давайте сейчас... Почему стало ярко? Так, ну что? Снимай. 3. Что это? Нет. Надо открывать. Открывай! Не бойся, не бойся. Давай. Все нормально, запас времени есть. Что это? Так, Паш, ну что, как обстановка? Я видео нет, я видел на их снимал. Ладно, тогда Я очень боюсь. Нет, слушай, эта активность реально не страшная. Ну, типа, она больше красивая. Туда не смотри, не надо. Не смотри туда! Че, пойдем? Давай туда. Все, пошли. Как ваше имя, сэр? Павел. Вы откуда? Из России. Вы готовы? Да. Вы взволнованы? Ну да. Сделаем это. Как дела? Отлично, спасибо. Как тебя зовут? Александра. Ты откуда? Россия. Ты в первый раз на X-Line? Да. Ты готова? Да. Ты взволнована? Сделаем это. Ребята! Будь аккуратный, я пописал. It was good. Паш, ну что? Пойдем, Твои эмоции? конечно. В смысле? Очень страшно. Ну, в смысле, скажи только сначала страшно, а потом не страшно. И в конце чуть страшно. Все время страшно было. Я заплакал даже. Я тоже заплакала. Ну все, у меня руки трясутся. Это жесть, конечно. Блин, Паша, Но прости. вообще, честно говоря, круто. Я бы еще повторил. Ну вот Я? и все. Как твои ощущения? Я тоже заплакала. Да? Там так быстро было. Ну, было вообще не страшно, скажи. Ну, в плане, что сначала страшно, когда висишь, а потом ты поехал и понимаешь, что вообще не страшно. А обманывать людей? Что мы вниз едем? Ну, это была ложь во спасение. Так сказать, для того, чтобы быть... Ладно, блин, это ужас, конечно. Пойдем, ребят, к ребятам. У них камеры получше. Ну что, все? У меня сюрпризы закончились, к Ужас. счастью. Давай подведем итог. Сколько денег потратил? Я не считала, надо посуммировать. Потому что что-то мы еще сумочку Луи Виттон купили, не сняли, еще что-то купили, не сняли. Ужасный был день. Ужасно, да. Ну, кстати, давай признаться, что ляму не удалось нам Не потратить. удалось, да. Но я дотрачу. Не, Я, так подожди. сказать, беру не, домашнее как? задание. Не, дотрачу, это потом дотратишь. Сколько осталось, нам понятно. Ну, давай в сумке посмотрим, сколько Давай. осталось. Вот, давай так, давай поймем, сколько в сумке. Так. Блин, что-то много осталось. Ну, реально, так-то. ни хрена не смогли Реально потратить. много, Давай. да. Лохи какие-то. Так, это вообще 100, неинтересно. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тысяч. Угу. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20. Блин, слушай, мы половину потратили. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30. Раз, два, 2,5 еще. 32,5 тысячи Да, ну смотри, дирхам. я еще вчера заплатила за тачку 4000. И, по-моему, мы отдельно платили за зиплайн, нет? Ну, И за примерно. зиплайн еще отдельно. Отдельно. А сколько он? Сколько он стоил? На двоих или на одного? На Да двоих это вообще 1000? тоже не потратили, считай. Ну да. Короче, примерно еще 30... 25 еще примерно, если Еще учесть, 25 тысяч дирхам не удалось потратить нам с тобой за 2 да. часа. Ну, мы лохи, конечно. Реально, уровень нормы надо расширять. Да. Не, ну да, мы честно зато играли. Потому что Да. можно было какое-нибудь дерьмо купить, Да. но только то, что И потом реально пойти сдать. хотелось. Потом, что Да, реально хотелось. да. 25 тысяч дирхам, это сколько в рублях? Ну, 410 тысяч рублей. Короче,
У меня есть одна идея. Ну, Пойдем сядем в тихое местечко и ее реализуем. пойдем. Пойдем. Челлендж, на что Саша потратит 1 000 000 рублей за пару-тройку часов, завершается неуспешно. Мы не смогли потратить все деньги, потому что хотели сделать это честно. И хотя нам надо уже бежать, я хочу с тобой несколько пунктов обсудить. Давай. Вот несмотря на то, что мы сейчас, мы с тобой понимаем, что камеры снимают, да? И все равно есть всегда, даже со страхом. С одной стороны, мне страшно, а с другой стороны, я понимаю, что надо усилить амплитуду там, да? Ну и так далее. И есть Я знала, что он есть чуть-чуть преувеличивает свой страх. Ну, ты как бы, может быть, я и не преувеличивал, ты даже в какой-то момент, может, уже не знаешь границу, да, где преувеличиваешь, где нет, ты начинаешь в этом жить. И мы тоже снимаем сейчас. И мы мы понимаем, что мы работаем, чтобы сделать что-то для людей, интересно, но и для себя. Вот такой баланс. И с одной стороны, часть людей вдохновляем на какие-то действия, еще что-то. А у меня есть предложение. Я сейчас заплачу, реально. Чего? А вот сколько у нас осталось денег? 1400. 400. Я считаю, что классно кайфовать, получать удовольствие от жизни. Я предлагаю спасти жизнь ребенка. Ну, давай. Мы можем сейчас зайти на Давай, там, кого-нибудь фонд. спасем У меня жизнь. нет какого-то конкретного одного. Давай погуглим. Да, есть фонд, через который я обычно закидываю. Давай на него зайдем. Ага. И выберем любого ребенка, которому прямо сейчас нужны эти деньги. И одним действием мы с тобой можем спасти. Ну, я давай понимаю, посмотрим. что ты тот человек, который... ты и так занимаешься благотворительностью. Ну, да. Для тебя это естественно и нормально. Поскольку мы делаем видео, будут смотреть люди, то я думаю, что важно... С одной стороны, мы триггерим людей на... Богатство. На богатство. Может быть, даже триггерим иногда на положительные эмоции, иногда не позитивные. Но я искренне считаю, что бывает так биологическая ситуация, что кому-то нужна помощь. Я не знаю, почему. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы делали что-то хорошее и помогали людям. Тем более, если у нас с тобой остались У нас куча денег осталось. мы Давай. можем найти ребенка, который Как называется фонд? я пишу фонд Алёши. Фонд Алёша, да? Давай найдем ребенка, кому не хватает там этой суммы. И наша сумма будет последняя для того, чтобы его спасти. Слушай, что-то всем много не хватает. Давай, я Нам думаю, не найдем. хватает. Я думаю, что мы найдем. О, вот тут не хватает, да. Смотрите, ребенок 1 год, ему не хватает как раз примерно 400 тысяч рублей, Да, чуть да, поменьше, да. 480. И 390, получается. плюс-минус, да. Диагноз синостаз сагитального шва, скафоцефалия. можно зайти прям посмотреть. Так, подожди, давай посмотрим сначала о ребенке. О, смотри, прям документы есть. Да. И я с этим, именно через этот фонд Супер. стараюсь это делать. Так, И тут адресно, то есть ты выбираешь конкретно, и конкретно будут деньги. в общем, ему нужна операция. У него срослись кости черепа. И от этого ему плохо. И как раз-таки нужно купить пластины для операции. То есть операцию ему оплатят, а пластины надо купить. Пластины стоят 485 тысяч, а сейчас собрали 94. Да. Ну вот, давай скинем ему. Да. Получается, виза, да? Да. Сумма пожертвования. Мы 400 тысяч кидаем. Или сколько? Ну, давай 4 для круга. Пусть, они, думаю, знают, что делать с лишним. Да. Так, помочь. Так, сейчас я скопирую номер карты у себя. Не снимаем номер карты. Номер карты. Там еще просто этот код сразу появляется трехциферный вот этот. Да, синий. Так, нажимаем. Сейчас смс-очка придет. Ну, почему так приятно, да? Вообще. Да, я реально, я не знаю как. Меня сразу пробирает на слезы. У меня просто какое-то приятное ощущение внутри. 6, 5, 6, 6. Да, меня аж трясет. О, смотри. Все? Да, платеж завершен, пожалуйста. Это кайф. Класс. Все, у меня деньги снялись, у меня 100 тысяч осталось. Мы выполнили челлендж, мы не лохи. Ура! Я так рад. Ура! Ура! Блин.
Я считаю, это так круто. Мы молодцы. Я знаю, что ты сама участвуешь в разных благотворительных проектах, и у нас в этом совпадение с тобой ценностей, интересов. И я думаю, что это важно, такой пример. Потому что каждый человек, который сейчас смотрит это видео, он может принять ряд решений. Он может пойти и кайфануть, он может пойти заработать, может пойти сделать что-то для своих клиентов. И потом сделать для себя, не забыть про себя. Но я думаю, что остается вся последняя миля. Вот эта последняя миля – это сделать еще что-то вообще безвозмездно. Этот ребенок, может быть, никогда нас с тобой не увидит и не узнает, но мы сможем сделать ему что-то приятное. Я очень рад, Что-то приятное просто. Спасти его жизнь, здоровье. Да. Да. Я думаю, Да, я тоже рада. Спасибо, Паш, большое. Мне кажется, вообще супер. Видос должен выйти. И все должны просто его посмотреть и написать обратную связь. да. Поэтому, друзья, заходите в разные благотворительные фонды, закиньте сколько можете, и чтобы меньше было болезней, зла в этом мире. Да, и не стесняйтесь выставлять это в социальные сети. Это не только нормально, да еще и помогает другим людям тоже решаться. Да, я тоже так. Спасибо Всё. тебе большое. Ура!